Всем привет! Замечательное уравнение. Корень кубический из 2 минус х плюс корень квадратный из х минус единицы в сумме дают единицу. И многие мои зрители побаиваются алгебры, не помнят, не знают. Ничего здесь знать не надо, кроме решения квадратного уравнения. Поверьте, это уровень 8-9 класса. Не бойтесь, заходите, пробуйте. Кто-то попробует найти устно корни. Скажу сразу, что их тут 3, аж целых корня. Что делать? Возводить в кубе части, чтобы избавиться от радикалов. Это сложно, не очень-то интересно. Ну, скорее всего, даже в 6-ю степень придется возводить. Ну вот вспомним Игоря Шарыгина, замечательного геометра, математика, методиста, который утверждал, что при всяком удобном случае делайте замену, и мы ее сделаем. Вот корень кубический обозначим буквой У, а корень квадратный буквой В. Так часто математики используют эти буквы У и В. Отметим, что В больше либо равно нулю по определению арифметического квадратного корня. И что мы получим? После возведения в куб первого уравнения замены мы получим, что У в кубе будет равно 2 минус х. После возведения в квадрат второго уравнения замены мы получим, что v в квадрате равно x минус единица. Ну и исходное уравнение, это же u, это v, их сумма равна единице. U плюс v равно единице. Все, мы получили систему. Но присмотревшись к первому и второму уравнению системы, мы увидим, что если мы сложим эти уравнения, то получится, что u в кубе плюс v в квадрате даст 2 минус х плюс х минус 1. Минус х и х взаимно уничтожатся, 2 минус 1 единица. О, как хорошо. То есть мы получим после сложения, что u в кубе плюс v в квадрате равно единице. Ну и третье уравнение дает u плюс v равно единице. Так мы получили систему двух уравнений с двумя неизвестными. Ну, решаем ее заменой переменной или подстановкой, по-разному называют. Из второго уравнения системы выразим, скажем, v, оно будет равно единице минус u, и подставим в первое, мы получим u в кубе плюс вместо v u минус единица минус u в квадрате равно единице, возводим u в кубе плюс единица минус 2u плюс u в квадрате равно единице, u в кубе плюс u в квадрате минус 2u, и здесь нам крупно везет, равно нулю, u выносится, и получается u в квадрате плюс u минус 2 равно нулю. И что же теперь? Произведение двух множителей. Вот, приравниваем каждый нулю, получится u равно нулю, или u в квадрате плюс u минус 2 равно нулю. U в квадрате плюс u минус 2 равно нулю, и буквально недавно мы повторяли теоремку Виета, согласно которой обратно мы найдем корни 2 и минус 2 единицы. Минус 2 единицы. Вот, произведение корней равно свободному, а сумма второму с противоположным. Ну, отлично. Давайте запишем. У первое оказалось равным у нас нулю, у второе равным минус двойке, и у третье равным единице. Ну что ж, давайте найдем v первое. Нам требуется, чтобы v было всегда больше либо равно нулю. Ну, при u равным нулю, подставив вот сюда, вместо u0 мы получим v первое равно единице, v второе будет равно единице минус минус 2, 3, и v третье будет равно единице минус единица 0. Здорово, теперь иксы нужно найти. А откуда будем искать иксы? Ну, конечно, иксы будем искать, ну, откуда угодно. Я бы искал, может быть, вот даже отсюда, вот из этого уравнения. О, смотрите, x первое было бы равно, вместо v я подставляю единичку, 1 в квадрате 1 плюс единица 2. 2. x второе, вместо v я подставляю тройку, 3 в квадрате 9 плюс 1 10. И, наконец, x третье будет равно, вместо v я подставляю 0, получается x равно единице. Это и есть ответ на вопрос задачи. Итак, ответ. Корни уравнения равны 2, 10
и единица. Ну, конечно, можно было подобрать их, но где гарантия, что больше нет? Тут как-то нужно использовать основную теорему алгебры, но мы не знаем про нее ничего. Мне кажется, очень красивое уравнение. Ну, а что можно сказать про Нью-Йорк? А что там скажешь? Я только скажу, что в Нью-Йорке есть национальный музей математики, он в центре, практически на Манхэттене. Поэтому интересно было бы посмотреть, что там есть. Вот есть одна фотография с экспозиции, там есть велосипед с квадратными колесами, а я с вами прощаюсь. Если у кого-то в городе есть музей математики, пишите, мы приедем. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.